Всем привет, друзья! Вы на канале Digital Shaman. Меня зовут Иван. Сегодня у нас пришел 5D Mark III, довольно странный 5D Mark III, и пришел он из Китая. Первым делом посмотрим на камеру, и вблизи мы видим вот такой шильд, что он не скрывался, это китаец. В нем мы можем видеть также отсутствие точек это вскрытия, и тем самым можно сказать, что типа он не скрывался. Но это перекрашенный фотоаппарат, причем перекрашен он после того, как его собрали. И об этом свидетельствует наличие краски вот на этом пластиковом элементе, который является датчиком инфракрасного излучения. И вот здесь тоже. Вы можете сравнить со своим Canon и посмотреть на любом из Canon. Вот это место, где у нас есть индикатор работы камеры. Когда мы вставляем флешку, пишется данные, мы будем видеть, что оно, вот это место глянцевое, но оно здесь матовое, видите? Резиночки тоже как-то вклеены с выступом. Эта камера точно скрывалась, это 100 пудов. Состояние кнопок, ну, они тоже покрыты матовой пленочкой. С этой стороны датчики тоже закрашены. Если посмотреть поближе, то видно вот этот слой краски. Здесь винты вроде как все нормально, нету блеска. Но вот с этим винтом что-то не получилось. Здесь вот хорошо пошло, а вот здесь вот, видите, не очень. Ну и, конечно, саму вот эту часть я вижу, что ее не помыли. Она немножко грязная, видно, что следы эксплуатации, довольно большие следы эксплуатации. Ухо покрасили отлично, претензий к нему нет. Такое чувство, что я оцениваю, работу для того, чтобы этот, как его называется, правильно продать подделанную камеру. Тут тоже уши хорошо почистили, и блеска нет. Характерные запилы на стеклах при эксплуатации, когда работают очень долго. При этом камера это у нас совершенно не бегала, типа. Не знаю, сейчас посмотрим, что у нас она из себя представляет. На камеру есть жалоба, конкретно в том, что она клацает затвором очень громко. А я сейчас смотрю на сам затвор, и я вижу... Что я вижу? Вижу горизонтальные запилы. Видим вот такие вот запилы. И, конечно, вот на этой нижней шторке, которая закрывает датчик фокусировки, у нас тоже большие запилы. По байонету у нас вот здесь есть такая вмятинка. Но еще это не все. Я уже кое-что обнаружил. В середину поставил микрофон для того, чтобы записать звук с одного пятака и с другого пятака. И это далеко не все. Теперь включаем режим Live View, и я вам покажу еще кое-какой момент. Сейчас сделаем следующее. Сначала я включу кнопку и потом поднесу микрофон. Поэтому на записи у вас будет сначала отдельно этот звук идет прямо из матрицы. Я не знаю, я никогда не встречал такую проблему, но он идет из матрицы. При этом идет не сразу. Слушайте теперь. В комплекте с фотоаппаратом шел еще и тамрончик вот этот вот. Жалоба на фокусировку. Я проверил фокусировку сейчас на другом аппарате, и там оказалось, что все в порядке, а здесь как-то не очень. Смотрите, как через видоискатель ведет себя объектив. Это значение 24. Это 70. Теперь смотрите, он также на 70 и на 24 спокойно работает на Live View. Все фокусируется туда, куда надо, при этом попадает все четко. Все отрабатывает. У меня в руках сейчас 6D. На нем сразу отработало. Давайте 24 мм. На нем сразу отработало. Сбиваем фокус.
Опять настраиваем, смотрим. Итак, на стареньком 6D, на котором пристреливаю фотки, объективы точнее, что получается? Левый край, нижний левый край, правый нижний край, верхний нижний край, 70 мм 2,8. 10 мм переходим на 24 мм. Видим, что сразу изгибается изображение. Смотрим углы. Это центр, даже детализация фона появилась. Левый верхний край, левый нижний край, правый нижний край, верхний правый край. Теперь подключим аппарат к торнадо и посмотрим, может быть, действительно его стоит сбросить сначала и посмотреть, как он будет работать. Может, моросит просто настройка. Начнем мы, как всегда, с того, что включаем программу торнадо, торнадо EOS. Для скачивания торнадо с территории России необходим VPN. И при оплате в России необходимо пройти процедуру оплаты через почту, вот ту, которая указана здесь. Это очень важно, потому что здесь не работает Swift, и, соответственно, в России не получится так просто купить эту программу, только через разработчика. Поэтому связывайтесь с Вячеславом, и он вам поможет. Вячеслав Шульгин, разработчик этого софта. Сейчас я включаю камеру, нажимаем Connect, нажимаем, так, камеру я врубил, все, подцепилась, пошел процесс, загружаются данные. Как можем видеть, у нас типа пробег зеркала 4490. Это не так. Судя по состоянию камеры, я могу сказать, что здесь за 100 тысяч, и она собрана из разных частей. Заряд батареи 75%, лог ошибок по нолям. Как бы выглядит, как будто все идеально и хорошо. Я сейчас сделаю Factory Reset, посмотрим, что у нас получится после этого. Вот. И дальше вам скажу результат. И после ребута у нас получается аппарат японский стал. Отлично, все, русский язык он выучил. Стала ли работать фокусировка? Да нет, друзья, это все так же плохо. Честно говоря, я думал, датчик не работает, но нет, он работает. И видно, что параметры показывают. Я вот сейчас двигаю камерой, смещаю ее в зону более темную. Мы видим изменения. На светлую сторону мы тоже видим изменения. Блин, нормально все работает. Так, через торнадо не получилось. Давайте попробуем через официальный софт. Окей. Вот так мы забрались сюда на официальный софт. И теперь будем здесь крутить. Поскольку никакой из методов не дал результатов, необходимо будет разобрать полностью камеру и снять тот шильд, который нам говорит о том, что камера никогда не скрывалась, и произвести процедуру вскрытия. Там мы и узнаем, в чем проблема. Ну а пока, всем пока.